как изменить свою жизнь, как повлиять на закономерности в жизни, при этом зная, что все предопределено. Досмотрите это видео до конца, и вы получите четкий инструктаж по внесению изменений в свою жизнь. Давайте для начала разберемся с предопределением. Мы знаем, что наша судьба уже написана. Написано, сколько мы проживем, как мы проживем, какие поступки будем делать, сколько имущества у нас будет. Все это уже записано на священной скрижали. И тогда многие люди не понимают, как они сами могут повлиять на свою жизнь. Ведь есть предопределение. И нужно просто его принимать. Некоторые люди говорят, что вот я работаю, а денег все равно мало. За что не возьмусь, не получается. Значит, такое мое предопределение. Значит, Аллах просто предписал мне столько, что мой уровень дохода такой, и что бы я ни делал, это изменить невозможно. Но это не так. Мир полон возможностей и путей, и мы можем выбирать любой. Просто Аллах заранее уже знал, что мы выберем. И записал это. Записал, к чему приведет этот путь, который мы с вами выбираем. Но мы-то не знаем последствий. Мы изучаем, предполагаем, думаем, выбираем. Вот представьте себе такой пример. Когда учитель год учит своих учеников, то на последней контрольной работе он предполагает, как примерно каждый из учеников напишет эту работу. Потому что учитель изучал уже своих учеников, и он уже примерно понимает уровень каждого. А Аллах нас создал. Он знает нас досконально, каждую нашу клеточку. Он создал нашу душу и знает, на что каждая из нас способна. Поэтому Он нашу судьбу уже знает. Все записано. Он знает, какой путь на каждом распутье мы выберем, потому что Он знает нас. Он знает, какие варианты мы выберем. Ему это не сложно, но мы-то не знаем, поэтому для нас это абсолютная свобода выбора. Теперь мы знаем, что мы вольны выбирать любой путь и любой вариант. Так давайте же разберемся, как изменить свою жизнь, когда кажется, что бы ты ни предпринимал, все не работает. Аллах в Коране сказал: «Воистину, Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя». Что это значит? Это значит, пока мы сами не начнем делать что-то новое, Аллах не изменит наше положение. Здесь главное понять, что речь идет об изменениях, которые мы сами начинаем делать. Если человек всю жизнь ходит на одну и ту же работу, выполняет одни и те же действия и не пробует ничего нового, не стоит ожидать чуда, что повышение или успех свалится ему на голову. Чтобы заслужить повышение, нужно делать больше, чем от тебя требуют, предлагать идеи, улучшения, выделяться среди других сотрудников. Даже Альберт Эйнштейн в свое время говорил: невозможно решить проблему на том же уровне мышления, на котором она была создана. То есть, если у вас не устраивает что-то в жизни, оно не изменится, пока вы будете продолжать действовать по-старому. Ведь именно ваши прошлые действия, привычки и мышление привели вас в ту точку, где вы находитесь сейчас. И если вы будете продолжать делать все то же самое, то ничего не изменится. Аллах ясно сказал: изменения приходят тогда, когда мы начинаем менять себя, будь то наши мысли, убеждения, характер или же конкретные действия. Мы должны создавать причину изменений. Аллах меняет наше положение по причинам, которые мы сами создаем. Если нужны деньги, то мы ищем работу. Если мы уже на работе и нас не устраивает наша заработная плата, мы хотим повышения, то нужно делать причину, по которой вас могут повысить. Нужно вносить предложения по оптимизации или систематизации каких-либо процессов. Если ты работал на своей должности и увидел, что вот тут эффективнее было бы так сделать, или вот тут была допущена ошибка там много лет назад, например, а я знаю, как это решить. То есть вы создали причины, по которым вас начальник заметил, то есть уже процесс запущен, вы изменили свое обычное поведение. Ты резко выходишь за рамки привычного поведения, запускаешь процесс, а дальше двигаешься маленькими шагами и полагаешься на Аллаха. Иногда мы сомневаемся, правильно ли я поступаю. Это вообще принесет мне благо или нет. Для таких случаев в исламе есть прекрасный подарок – молитва истихара. Мы просим Аллаха облегчить и приблизить задуманное дело, если в нем есть польза, и отдалить, если в нем есть вред.
Мы не знаем, Аллах знает, поэтому мы к Нему обращаемся за советом. Эта молитва приносит спокойствие и избавляет от сомнений. Ты уже не терзаешь себя вопросами, а правильно ли я делаю, ты просто идешь вперед, уповая на Аллаха. Итак, мы с вами поняли, что главное в изменении нашей жизни — это изменение себя. Одна новая привычка, одно доброе дело, одна страница Корана в день. И со временем они, как снежный ком, приведут к большим результатам. И сегодня у меня есть для вас домашнее задание. Возьмите лист бумаги и запишите 3 вещи в своей жизни, которые вас не устраивают, которые вы бы хотели изменить. А напротив каждой напиши, что я могу сделать, чтобы изменить это, с чего начать. То есть какие маленькие шаги могу предпринять уже сейчас. Например, если я хочу похудеть, то я не пишу себе глобально похудеть на 20 килограмм, а пишу, что я уже сейчас могу начать делать, чтобы добиться желаемого. Я пишу найти фитнес-занятия на YouTube и заниматься каждый день в 7 часов вечера, например, после работы. То есть я понимаю, когда именно я могу это занятие вставить в свой график. И я начинаю его делать, вписала, это всего лишь одно занятие, час или 30 минут, смотря как у вас по времени позволяет. Но это уже кардинальное изменение вашей жизни, которая была до этого. Это и будет началом. Просто постепенно вы добавите новые шаги, будете корректировать путь и создавать новые причины для успеха. Но главное — положить начало и следовать этому. Просто выпиши себе, что нового ты можешь внести в свою жизнь, чтобы изменить то или иное положение, которое тебе не нравится. И помните, Аллах меняет наше положение тогда, когда мы сами начинаем действовать. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я верю в вас, у вас все получится. Увидимся в новых видео. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракятух.